Ребята, всем привет! А сегодня вы увидите, как я работаю над этой огненной новинкой. Это КамАЗ 65115. И такую машину вы можете видеть практически каждый день на улицах вашего города. Итак, поехали смотреть над моей работой. А перед просмотром хочу напомнить вам, что купить такие модели не только от Звезды, а от других производителей вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша вы можете получить скидку в 10%, а по промокоду, который видите на экране, получите скидку в 200 рублей при своем первом заказе. Итак, поехали. Начала я работу со сборки шасси. У этой модели детали выполнены так, чтобы без окраски КамАЗ выглядел правдоподобно. То есть шасси выполнены из черного пластика, а кабина и кузов из оранжевого. Черный пластик не очень удобен в обработке. На черном цвете плохо видны артефакты литья, которые следует удалить. Потом я собрала кабину, но деталь с передней облицовкой я не стала приклеивать, чтобы потом можно было ее снять и окрасить салон. К слову, передняя облицовка отлично держится и без клея на кабине. Потом я собрала кузов, модель отлично собирается. Думаю, что с таким КамАЗом справится даже начинающий моделист. А вот так выглядит собранная модель, и я пока не стала ставить на свои места диски, ведь они потом будут окрашены в алюминиевый цвет. Процесс окраски я начала с грунтовки, и это классика. Грунтую грунтом из баллончика Тамо. Очень рекомендую подписаться на мою группу ВК, посвященную моделизму. В ней я публикую фото процесса стройки над моими моделями, а также оцениваю работы моих зрителей и комментирую новости из мира моделизма. Ссылка на группу ВК будет в описании. Также переходи на мои другие ресурсы, например, на Яндекс.Дзен или Телеграм-канал. Если вы захотите собрать модель такого самосвала, то выбор у вас невелик. Всего существует две модели этого КамАЗа. Первая выходила в далеком 2017 году под маркой АВД в 43 масштабе. И я собирала эту модель еще до того, как завела этот канал. Фото можно увидеть в моей группе в ВК. На данный момент этот набор практически невозможно найти в продаже, разве что на досках объявлений, если кто-то продает свои запасы. И тот КамАЗ выходил с несколько другой кабиной, дорестайлинговой и с другой формой кузова. Так что модель от Звезды – это по сути единственная модель КамАЗа, которую можно купить. Тем и ценнее оказалась новинка, и надеюсь, что Звезда продолжит развивать линейку гражданских КамАЗов. После грунтовки я принялась за окраску рамы грузовика. Она будет черной, и тут я использую краски от фирмы Pacific. Здесь главное покрасить все углубления и детали рамы. Рама очень хорошо детализирована, поэтому к ее окраске стоит подойти с особым трепетом. Дальше я сделаю пришейдинг на кузове и кабине самосвала. Благодаря этому нехитрому приему я придам модели большего объема. А вот, наверное, самая интересная часть окраски модели. Это окраска ее в основной цвет. И, конечно же, самосвал у меня будет рыженьким. Благодаря работе над этой моделью я стала много внимания обращать на КамАЗы с такими кабинами на улицах моего города, Москвы. И меня очень волновал оранжевый цвет, вернее его оттенок. И знаете, что я заметила? У этих КамАЗов миллион оттенков кабин и кузовов. Буквально от красноватого до бледно-оранжевого. Это, видимо, зависит и от освещения на улице, солнечный или пасмурный день, насколько выгорела сама краска и сколько самому КамАЗу лет. В общем, что я поняла? Неважно, какой оттенок использовать, все равно вы окажетесь правы, как и я. Для работы над этим КамАЗом я впервые попробовала краску от нового отечественного производителя Jim Scale. Это водные акрилы, и это некий аналог красок от АК или МИГ. Я использовала оттенок под названием хурма с небольшим добавлением желтого цвета. Но тот, каким получился финальный оттенок, мне не очень понравилось. И потом я просто подправила его чуть более жидкой исходной краской. А потом добавила в основной цвет чуточку больше белого и желтого и выделила такой смесью выступающие части кабины и кузова. Оранжевая краска сама по себе очень капризная. Все это из-за того, что в светлые оттенки производители красок добавляют мало пигмента. Вроде бы оттенок почти идеальный, но укрывистости краски почти нет. Из-за этого приходится окрашивать модель в 3-4 слоя. Ну и результатом я довольна. Эту модель, как и предыдущий мой КамАЗ, я делала под заказ, и на этот раз заказчиком выступил мой зритель Дмитрий. Он попросил меня сделать свою рабочую лошадку. Отличительной особенностью этой работы стали декали, благодаря которым мне удалось воссоздать прототип такой, какой он есть в жизни. Помимо номеров, мне необходимы были декали с надписью на козырьке КамАЗа с названием компании, которая эксплуатирует самосвал, и рекламная надпись организации, где, как я понимаю, КамАЗы проходят обслуживание. С декалями мне помогли мои друзья из Dr. Decal. Они изготавливают декали на заказ. Ссылка на ребят будет в описании. Время ручной работы. Мне предстоит окрасить кисточкой элементы передней облицовки.
пластиковые элементы бампера и вентиляционные отверстия. С последними все не так однозначно. Вроде бы как эти пластиковые заглушки на летнее время надо снимать. Но уже май, и КАМАЗы продолжают ездить с этими заглушками. Хотя у нас и май такой в этом году. Или я что-то просто не понимаю, либо же водители не читают инструкцию по эксплуатации своих грузовиков. Интересно, среди моих зрителей есть шоферы этих КАМАЗов? Жду вас в комментарии, для чего же нужны эти заглушки, надо ли их снимать летом и ставить на место зимой. Для окраски этих элементов я пользуюсь черной краской от ICM. Также акриловыми красками я окрашу внутренности кабины. Из-за крышки и козырька этих деталей почти не будет видно, так что отнесусь к этим деталям формально. КАМАЗ-65-115 – одна из самых продаваемых моделей самосвалов Камского автозавода. Выпускающийся с 1998 года самосвал стал продолжением линейки самосвалов КАМАЗ-55-111 грузоподъемностью 13 тонн, которые, в свою очередь, были логичным продолжением 10-тонников КАМАЗов 55-11. Эволюция и преемственность налицо. Как и предшественник, 65-115 КАМАЗ представляет собой трехосный самосвал с двумя ведущими задними мостами с двускатной ошиновкой. Его грузоподъемность составляет 15 тонн. Это лидер продаж в сегменте строительных самосвалов. Не забуду окрасить подножки. Алюминиевым цветом я окрашу кронштейны бензобака и глушитель, а на этом КАМАЗе он довольно хитрый. Основное предназначение самосвалов КАМАЗ-65-115 осталось тем же, что и у его предшественников. Это перевозка всевозможных сыпучих грузов, главным образом строительных материалов – песка, щебня, гравия и подобных. Данный самосвал предназначен исключительно для перевозок на небольшие расстояния, для выполнения текущих повседневных задач на стройплощадках и на рейсах внутрирегионального типа. Применять эту модель на дальних расстояниях было бы весьма затруднительно, поскольку подвеска жесткая, спального места в кабине не предусмотрено. Покрою модель глянцевым лаком. Это надо делать, чтобы защитить результаты предыдущей работы, ну и для придания КАМАЗу немножко глянцевости. То тут надо не переборщить, ведь это не Феррари, а самосвал, и блестеть он не должен, а должен немножко бликовать на солнце. Этакий русский глянец. Из аэрографа окрашу диски колес в алюминиевый цвет. По глянцевой поверхности очень удобно наносить смывку, чем я и займусь. Смывка мне нужна для придания грузовику более серьезного вида, чтобы модель смотрелась объемной, а не игрушечной. Смываю излишки смывки White Spirit. И здесь я использую черную смывку от фирмы Pacific 88. С проходимостью у самосвала все в полном порядке, как и с маневренностью. Платформа рассчитана на 10-12 кубов, в зависимости от того, как ее загрузить – в борта или же с шапкой. Салон достаточно комфортный для автомобиля такого класса, но панели полка довольно скоро начинают дребезжать. Среди других недостатков отмечается отсутствие защиты картер, приходится мастерить ее самостоятельно, а также низкое качество покраски кузова. Перевожу декали и в первую очередь ставлю на место эмблему КАМАЗ, жеребца в трапеции и саму надпись КАМАЗ. Напомню, что для гражданских версий камских грузовиков название марки пишется латиницей. Окрашу диски колес, точнее ступицы, используя обыкновенный черный цвет. Настало время окраски резиновых уплотнителей стекол. Окрашиваю их от руки, и это делать чуточку сложнее аналогичных деталей на моделях АТВД. Продолжу переносить декали, и на этот раз я нанесу светоотражающие полоски на кабину и кузов грузовика.
Кузов начинает зацветать ржавчиной уже в первые месяцы эксплуатации, а далее ржавчины становится только больше, несмотря на бережные отношения. Краска начинает слезать, плюс сам металл, из которого сварен кузов, не лучшего качества. На нем регулярно появляются вмятины. Отдельные владельцы критикуют решение КАМАЗа подвесить запасное колесо на раму сзади. При плохих дорожных условиях оно начинает загребать грунт. С точки зрения таких людей лучше было бы разместить запаску позади кабины, тем более, что место для этого имеется. Некоторые самостоятельно и переносят запасное колесо с рамы на место между кабиной и кузовом. Также переношу на модель Декаль с государственным номером. Напишите в комментариях, по какому региону Российской Федерации катается этот самосвал. А на переднюю облицовку кабины я нанесу Декаль рекламы фирмы, которая обслуживает данный грузовик. Декаль рекламы и номеров мне сделали мои друзья из фирмы Dr. Decal. Они специализируются на декалях для моделей в 43-м масштабе, но по моей просьбе они изготовили и декали под заказ. Ссылка на ребят будет в описании к видео. И снова ручная работа, и на этот раз мне надо окрасить корпуса фар головного света и заглушки противотуманок. Окрашу задние фонари красками по стеклу. Сделаю немножко сколов на кузове самосвала, но не сильно так, чтобы грузовик казался чуточку побывшим в употреблении. И, наконец, перевожу декали с логотипом фирмы-изготовителя кузова – Нефаз. Видимо, звезда договорилась о лицензии только с КАМАЗом, а с Нефазом решила не договариваться. Так что тут на помощь мне пришли ребята из Dr. Decal. Ну и напоследок я немножко припылю модель КАМАЗа пигментами. И вот такая у меня получилась окраска. Мне очень понравилось работать с этим набором, хоть он и высокодетализированный и занимает много времени в процессе сборки, но и окраска вызвала просто массу положительных эмоций. Легко, просто и узнаваемо. До новых встреч. Пока-пока.